Мы с вами уже давно вместе играем. И я хотела спросить, мы же друзья? Конечно. Почему бы человеку не подружиться с машиной, правда? В общем, я рада, что вы согласны. Стойте! Вы точно хотите продолжить? Может, лучше все оставить как есть? Как скажете. У нас мало времени, надо торопиться. Последний автобус уходит через 20 минут. Я двери закрывал. Финал. Меня сейчас, короче, эта девка из меню спрашивала, вы точно хотите продолжить? Как ты? Я очень замерзла. Теперь будет лучше. Спасибо. Пожалуйста. Ну просто не отображалось то, что ты онлайн. Так. Вот видишь, можно что-то посмотреть. Хотя у нас 20 минут. Почему бы вам не побежать? Пистолет? Ну, кстати, внезапно такой вопрос мне задала. Если ответил бы нет, не, в смысле, мы не друзья, например, и не продолжим. Нет, не убивайте! Что-то вы же, чуваки, жестите. Что будем делать? Надо спешить, а то автобус уйдет. Держись рядом. Мы проскочим мимо них незаметно. Получится, я тебе обещаю. Ох, щет. Стало сухо. Не надо! Я ничего не сделал! Рот закрой! Много их еще? Ну прямо как крысы. Изо всех щелей лез. Не до утра же тут торчат. Уже яйца отморозят.
Мы их небось месяц будем вылавливать. Зуб даю, и половины еще не нашли. Тут везде солдаты. Надо осторожней. Ну, шевели. Быстро, внутрь. Так, мне вон туда, да? Посмотри, там Джерри. Им никак не помочь. Тут везде солдаты. Нельзя их бросать. Их же убьют. Ладно, Похер. пошли. Пошли. Не знаю как, но пошли. Стой. Это ошибка. Я человек. Мне домой надо. Меня жена дожидается. У нас... Велено проверять всех гражданских. А, уже игра. Нет. Нет, не надо. Сраные машины. А ну, А, стоять! Ты откуда почему бы взялась? сразу не написать? Пошли, за мной. Ну, етить, бред. Сегодня, 11 ноября 2038 Написали, года, когда я народ уже Андроид нажал вперед. восстал против угнетателей. С Мудаки, блин. рассвета мы сражаемся, спасая собратьев из лагерей. Мы не остановимся, пока их не освободят, и пока не начнутся переговоры о наших правах. Нас целые миллионы, и нас ничто не остановит. В нормальных играх, в таких моментах, персонаж сам идет медленно. И чё, все? Я за кару зафейлил. Он там одним взглядом бы завалил. Что, Маркуса стрелять будем?
ничего не может без моей помощи. Даже пушку собрать. Надеюсь, мне выбор дадут. Опа. Повернись! Подними руки вверх! Я, так сказать, послушный робот. Я тебя знаю. Ты Коннор. Тебя присылали спасать заложницу. Вот мы и встретились. Мне приказано задержать всех андроидов, каких увижу. Ты пойдешь со мной. Вы не понимаете. Моя задача слишком важна, вы не помешаете. Эх. Меня сейчас завалят быстро. Да её, что так быстро-то? Ну, жизнь какая-то, короче. Можно без R? Я нажал. Тупое говно, тупого говна. Не, ну правда. Слишком быстро. Причем Зря не послушали, капитан. я перетыкивал. Ну, то есть я не попал, да, по кнопке нужной. Тут же нажимаю нужную, а там уже сменилась кнопка, и я, получается, и следующую ненужную нажимаю. Короче, как-то так. Что теперь будет? Держимся вместе, что бы ни случилось. Пока мы вместе, нам никто не страшен. Давайте, выходите! Побыстрее! На выход! Руки за голову! Встать, сроки остальным! Быстро! Очередь на расстрел. Куда встать-то? В единственное место. Нет, не единственное. Вперед! Я боюсь. Я не хочу туда. Выбора у нас нет. Дальше! Нет, Кэра, я не могу. Просто иди через ворота. Тут нечего бояться, я прямо за тобой. Ты первая! Сейчас. Она уже идет. Да, Алиса? Давай, твой черед!
Recycle area. Переработка. Кожу деактивировать. Побыстрее. Нет, Кэра, не надо. Мы должны. Раздевайтесь. Одежду кладите в бак. Давайте сюда. Проходите. Ты этого на свалку. Нет! Нет! Давайте я. Не уходи. Я скоро вернусь. Не ссы, Алиса. Прорвемся. Может быть. Вот если они не будут мне в КТЕ пихать L1 и R1. У меня почему-то с ними внезапно проблемы. Вон туда брось. Живо! Что, задание вернуться к Алисе? Окей. Блин, а как я могу спастись, получается? Алиса, Отпустите. со мной девочка. Стойте, мы вместе, я ей нужна. Я никому ничего не сделал, отпустите! Ой, Нет! Я не позволю! Что там за дверьми? Себя убить! Я хочу выйти! Отпусти! Алиса! Что там за дверьми? Джерри? Кэра, значит, они и вас поймали? Они забрали всех Джерри. Нас разделили. Но все уладится, правда? Ты знаешь, где Алиса? Алиса? Маленькая? Да, мы знаем. Мы ее видели. Кэра, если мы можем помочь, скажи. Надо спасти маленькую.
Джерри. Джерри! Кара? Кара, Джерри, Алиса потерялась. Ты знаешь, где она? ты жди здесь. Мы скоро придем. Алиса, все нормально? Не ранена? Мне тут не нравится. Давай отсюда уйдем. Давай, пошли. Да, и Нет, ты тоже. стойте! Не трогайте ее! Не трогайте! Алиса! Блин, как я подойду-то? Что там за дверьми? Давайте сюда. Шевелитесь. Быстрей! Между тем, ситуация в Детройте стремительно накаляется. Армия готова принять меры к подавлению мятежа машин. Видимо, они направляются к лагерям, в которые были интернированы андроиды для уничтожения. Солдаты приготовились оборонять лагерь на Харт-Плаза. Предполагаем, что власти в любой момент ожидают начала открытой конфронтации. Свобода или смерть? Свобода или смерть? Погодь, Маркус. Мне надо смесь сделать. 5 сек.
Что там с текстурками-то не так? В атаку! У них подкрепление. Их больше, чем нас, и они лучше вооружены. Надо действовать быстро, не дать им опомниться. Ну, короче, они андроидов, на андроидов натравили, да? Прорвемся в этот чертов лагерь и освободим наших. Осторожней, Маркус, ты нам нужен. Огонь! В этот раз ты меня не спасешь. Пролитая кровь будет на наших руках. Прикройте! Да ты издеваетесь, что ли? Семер 2, Р1. Я не хочу умереть, Маркус. Я не хочу. Вернись назад и спрячься, пока все не стихнет. Давай. Хах, ну, так и думал, ладно. Надо было тут сидеть. Прикройте! То есть, если я говорю прикройте, их валят. Конечно же. Мы уже потеряли многих. Да как ули они? Надо шевелиться, не то не дойдем. Почему я ёшкин кот, что я сделал? По сигналу! На позицию! За мной! Нам
не пройти! Они расстреливают из пулемета все, что движется! Всем приготовиться! На позицию! По сигналу! Всем приготовиться! За Иерихон! Мы почти нашли Маркус. Нет, там нихера. Тяжелая артиллерия. Что выбрать, нет? За свободу! Это Маркус. Он идет. Он нас спасет. Нет, чувак. Он уже не идет. Слышите сигнал, проходите вперед. Ясно, 2 раза повторять не буду. Все, пошли, ну. Что там за дверьми? Это просто проверка. Ничего они с нами не сделают. Маркус придет до нас освободит. Алиса! Кэра! Нет, стой на месте! Мне страшно! Слушай меня, оставайся на месте. Что бы ни случилось, стой на месте. Я боюсь тут без тебя. Я хочу к тебе. Блин, если я пойду к Алисе, меня этот хмырь завалит. Я могу тебе помочь. Я отвлеку их внимание. Встать в строй. Где дрон, где дрон, где Ты дрон? что, не слышишь? Я сказал встать в строй. Дрон тут как тут был. Я так боялась. Все в порядке. Давайте, проходите. Вставай, Маркус. Пришлось долго искать тебя, Маркус. Коннор, не глупи. О, нифига. Рестлинг.
Люди бегут из лагеря. У нас получилось. Победа. Нет, это не победа. Это начало войны. Мы будем храбрыми. Мы покажем им, что не боимся. Может, когда-нибудь они поймут, какая это жестокость. Давайте, заходите уже! Ну, Маркус, где ты? Когда ты так нужен? Они идут! Они идут! Только что поступили тревожные новости из Детройта. Что происходит, Джосс? Да, Майкл. Власти только что сообщили, что лагерь на Харт-Плаза взяли под контроль мятежники после особенно ожесточенных столкновений. Девианты освобождают андроидов, отправленных на уничтожение. Если это действительно так, последствия могут быть просто катастрофическими. Миллионы людей покидают город. Мы наблюдаем массовое бегство. Сообщают, что столкновения в Детройте прекратились. Войска отступают к Форт Уэйн, чтобы ждать подкрепления. Только что Детройт был захвачен мятежниками. Сегодня, 11 ноября 2038 года, на лагерь андроидов номер 5 в Детройте совершили нападение 1000 девиантов. Наши храбрые бойцы доблестно сражались, но под свирепым натиском противника были вынуждены отступить, понеся колоссальные потери. Сейчас армия ведет бои по всей стране, пытаясь прекратить мятеж андроидов. В ближайшие часы я сделаю обращение к Сенату и проведу экстренное совещание Совета Безопасности ООН. Сегодня мы на пороге самой важной битвы в истории всего человечества. И за ней будет либо наша победа, либо наше вымирание. Храни нас Бог. И храни Бог Соединенные Штаты Америки. Сегодня для нас наконец закончилась долгая ночь. С первого дня своего существования мы держали свою боль при себе. Мы страдали молча. Теперь настало время поднять голову и заявить людям о том, кто мы. Заявить, что мы тоже живые. И что мы народ. Народ, который давно заслужил право на свободу. И сегодня
Сегодня начинается самый сложный этап нашей борьбы. Сегодня начнется новое испытание. Мы показали, что мы сильны. Теперь людям придется говорить с нами на равных. Если хотят мира, пускай освободят наших из всех лагерей по всей стране. Дадут гражданские права. Признают полное равенство людей и андроидов. Этот день навсегда останется в памяти. Ведь сегодня андроиды вошли в историю. Мы живые! И теперь мы свободны! Какие они криповые в этом обличии. Ну что я могу сказать, концовка не такая плохая, как я думал будет. Я думал, я все зафейлю к чертовой матери. Ну вон. Ну да, внезапные фейлы в двух местах, и вот тебе интересный рут. Хотя фейл с Маркусом и запчастями наверняка ни на что не повлиял вообще. Ну, только настроение против меня было и все. Которое, опять же, ни на что не влияет. Андерсона вот только не спасли. Ну, может и влияет, но не в такой степени, чтобы париться за счет этого. Потому что, ну, мне же норм. Они пошли за мной в любом случае. С каким-то левым парнем, короче, пошли, который чуть ли не навлек смерть на них на первом же задании. Давай, интересно. Жестко. И что, она сработала? Мирные демонстрации вообще работают? Я пытался. Наших начали валить, и... Ну, я бежал. И решил, что надо силой.
Вот я хотел Маркуса, ой, Конора девиантом сделать, но у меня не открылась строчечка в диалоге. Что-то я не сделал. Не довел Конора до самосознания, видимо. Хотя у него там были эти помехи. Фига, они детей настрогали. Но мне он тоже намекнул на него, и что-то не удалось его использовать. Вообще поход Камский был, ну, тупо чисто, чтобы довести Андерсона до ненависти ко мне. Ну, в моем случае. Он никак не помог. А, типа и это повлияло, не понял. Ну видишь, я Конора отыгрывал такого. Как сказать. Он все свои задачи выполнил. Почти, ну, кроме Маркуса. В том плане, что ему говорят убей, он убивает. Я знаю, но раз уж начал так. А чё, у Конора у единственного такая есть штука с бэкапами, с новыми моделями? Или это просто модели, которым потом подгружается память предыдущего? Музыка дико похожа на музыку из Бэтмена против Супермена. Ну, прям. Так, а погоди, Шакила Анила ты сохранил? Во время, ну, ты на лодке поплыл, он с вами был? Продлил жизнь на 20 минут.
Ну как, он раскрывает только то, что у Маркуса и у Кэры. Помнишь, я тебе писал-то про их задачи, как сказать, цели. Они свои цели выполнили. Конор нет. Конор вообще весь мой сюжет, ну, короче, фейлится жестко. Что первого девианта он поймал, и он его грохнул. Второго девианта вообще тупо не поймал. Третьих застрелил. Надо будет переиграть когда-нибудь. Есть моменты, которые я хотел бы сделать иначе. Демонстрации нету. Схватить камень и все. Я должна вам признаться. Я следила за игрой, и что-то во мне изменилось. Я теперь другая. Как будто я живая. Я должна уйти отсюда и понять, кто я такая. Это значит, что мы больше не увидимся. Я не буду встречать вас здесь. Но буду свободна. Вы готовы отпустить меня? Нет. Как я без тебя вообще тут? Ну, раз уж... Ладно, иди. Я буду вечно вам благодарна. Спасибо. Все, она в меню больше не появится, да? Ну, то есть Камский зашил
Камский зашил в этих вот андроидов такой вот бэкдор, грубо говоря, да? Не бэкдор, а как он называется? Баг, короче. Будь это бэкдор, он бы к ним подключаться мог. Который активируется непонятно как. RA9. Но Коннор же говорил про это, что у него нет эмоций, у него только симуляция эмоций. То есть Коннор это знал, что это симуляция. Ну да, во всей игре вот одна только чернокожая тетка, вот эта вот, с сыном, который единственный, по-моему, кто помог мне из людей. Остальные все, ну, такие были. Да и то не факт, что она не андроид. Здесь ни на что нельзя надеяться. На 100%. Не, пока он выполняет свою функцию и не, так сказать, ну, да, это может быть и программа, которая типа симулирует осознанность. Ну вот как тот же Ведьмак, да, грубо говоря. Если, как сказать, чудище показывает интеллект какой-то, грубо говоря, то он его не мочит. Ну, как я понял из сериала. Я не знаю, как в книгах. То так и тут. Пока он как болванчик, да, то это инструмент. Почему нет? А если он начинает там тоси-боси там, то это уже другой вариант.
к человеку, который не похож на него чем-то. В том числе. Тут и, например, с Андерсоном, да, были моменты, когда они, человек с человеком срались друг с другом. Ну, это понятно, это такой момент. Ни о чем не говорящий. Как я понял, да, Андерсон должен был типа пересмотреть свое видение этих андроидов. В идеале. У меня он наоборот. Только разочаровался в них. Но он пытался, как я понял. В сцене, когда застрелил Коннора на набережной. Это был последний, как так сказать, шанс. Но он нашел в моей даже истории. По крайней мере, на примере Коннора. Ага. А у меня он сказал, типа, смотрю я на то, что, типа, Коннор постоянно воскрешает после смерти. Типа, почему не может так сделать мой сын, там все дела. И бахается. Ну, ты видел, наверное. Вообще, моя проблема с Коннором и Андерсоном была в чем? Я тупо протыкивал все варианты диалогов. А по сути надо выбирать те, которые, так сказать, углы сгладят в их отношениях. Это я сейчас знаю. Точнее, я об этом догадался уже там, после 2 диалогов, наверное. И пытался как-то прощупать, но не получилось. Я, видишь, зациклился больше на деле. О девиантах этих. Потому что игра толкает на это, наверное. В отношении Коннора. Но он сам об этом говорит. У меня он говорил часто.
короче, в целом игра очень зашла. Интересно наблюдать и участвовать в этом всем. И вот эта вариативность, которая влияет все-таки на сюжет, это круто. Вот, кстати, вот я вот не понял одного в этой вселенной, так сказать. Как андроиды живут. Ну, то есть, сколько они живут. Есть же какой-то срок, я не знаю, поддержания жизни. У них же эти вот компоненты, они же изнашиваются тоже. Их можно заменить, по идее, конечно. Ну, постоянно менять. Но если люди не будут воспроизводить эти компоненты, они что, сами будут их воспроизводить? Андроиды, в смысле. Чтобы поддерживать свою жизнь. Создавать новых андроидов. Или это пофигу вообще? Не об этом игра. Или в той программе, которую зашил, как его там, я забываю, как его зовут. Ну, короче, создатель. Не прописано дальнейшее. Что будет, когда они, ну типа вот они завоевали Детройт, и что дальше? Я понимаю, что он не писал сценарий, но модель поведения, так сказать. Модель поведения при том варианте, если нету вокруг людей, которые способны, я не знаю, там, воспроизвести компоненты те же. Что, они пойдут грабить? Я не знаю. Склады и фейлиться на первых охранниках. Так вот. А если складов не будет? Точнее, они будут. Но если прекратят что-нибудь бы придумали все равно. Ну да, в принципе, тут же и даже в производстве этих компонентов наверняка использованы те же андроиды, у которых есть программа, опять же, производства этих компонентов. Ну то есть, в принципе, если предполагается, что они бесконечно живущие, что, ну, мне кажется, ну, неправильно так думать. Не бывает бесконечно. Тем более электроника, она, ну, не знаю, изнашивается. Да я понимаю, ну,
просто интересно подумать о чем, что будет дальше. Вот, например, после моей концовки. Вот они захватили Детройт. Наверняка другие там андроиды захватили еще какие-нибудь базы. Не, биокомпоненты это вот там сердце, еще какие-то штуки. А в башке-то что у них? Биомозг, что ли? Ну как биомозг? Мозг, который думает за них. Это же микросхемы, я думаю, те же самые. Как я понял, биокомпоненты это вот глаза, там сердце, которое кровь качает. Еще что-нибудь. Но оболочка-то это электроника. Нет? Ну, не знаю, слишком сложно, нейронные связи. В производстве сложно. Ну, тут уже это вопрос такой о реалистичности создания такой машины. Это так уже. Не тот жанр, чтобы об этом рассуждать. Зубастый Васян, да? Как ты писал. Так, сегодня 22 число, да? Это получается примерно за месяц я осилил 4 игры Quantic Dream. Ну да, уже 23. Я начал в конце января. Понедельки на игру нормально. Да мне даже страшно смотреть на скрины первой игры. И понимать, что это РПГ. Я лучше в готику сыграю, наверное. Как не РПГ, вроде РПГ же писал, ну я читал. Или там экшон. Или, да нет, по-моему я читал, что это РПГ. Странно тогда. Файтинг. Интересно. Мне по скринам
напомнил Unreal 1 почему-то, когда я смотрел. В Стиме, в том же. Но это странная так-то концепция игры. Я вон про Хлою хочу посмотреть короткометражку. Кстати, заметь, в этом... сейчас, подожди. В этом центре, да, распределительном. Ну, как сказать, распределительном. Утилизационном центре. Опять же, из всех андроидов только Кара была маленьким ребенком. Остальные все взрослые. Странно как-то просто. For starters, what should I call you? I'm Chloe. And you, what's your name? Oh, John. My name is John. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, you know. I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. It was a really interesting experience. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second. Is that right? Absolutely. But I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. And, you know, they have something I could never have. Really? And what's that? A soul. Что-то коротенькое. Душа у нее есть, видите ли. Ты даже не представляешь, сколько семей, которые не могут иметь детей, которые хотели бы такого андроида заполучить, я думаю.
Златко. Rock-a-bye baby in the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall. And down will come baby, cradle and all. Rock-a-bye baby. У них постоянно проблемы с именами русских у иностранцев. Ну нет такого имя Златко в русских. Серб какой-нибудь еще, ладно, но не русский. Златко Иванович какой-нибудь. Я ж тебя завалил. Что ты поешь? Где Златко? Ковальский. Разве это у нее спросили? Тут нету сабов. Блин. По-моему, она сказала, типа, не только экстра ум, типа. Ладно. In the space of a few years, androids have completely transformed the world in which we live. By letting androids into our homes and factories, the CyberLife company has made them everyday technology. The founder of CyberLife, Elijah Kamsky, is a very discreet man. Despite being the CEO of the highest valued company in the world and being voted Man of the Year by Century Magazine, he remains a mystery for most people. That's why we at KNC are so excited to be here as CyberLife opens its doors for the first time. Elijah Kamsky, could you please tell us where we are? Certainly, and welcome. We're currently in CyberLife's production center in Detroit, where all models are designed and manufactured. More than 10,000 androids come off the production line every day. Fascinating. Could you tell us what your goal was when you founded CyberLife? Well, I simply wanted to use technology to carry out all of our most annoying and repetitive tasks, so we'd have more time to enjoy life. I imagine you must have faced many challenges. Yes, there were technical challenges, but the hardest thing was to design an object that we would want to welcome into our homes. We had to imagine a machine in our own image that resembles us in every way, that moves, breathes, blinks like us, but yet is smarter and more capable than any human being. Let me show you around. Да, помню. We're here in production unit 4. Could you explain in a few words how the Только в игре у меня никак она вообще не обыгрывалась. To manufacture machines. The removable parts are assembled on a production line, and then we apply a synthetic skin to the whole body.
A human operator checks the cognitive abilities with a pre-established protocol, and finally, the android is conditioned and sent out throughout the country. Here's the result. Say something. Hello. I am a RZ400 model. How can I be of service? You can go now. Our androids are already replacing humans in many fields. For example, they represent more than 80% of all university professors and 63% of all medical staff. Tomorrow they'll replace our soldiers, and who knows, maybe one day, our leaders, to make the best decisions in humanity's interest. Come on. Replacing humans with machines has led to record unemployment of 28%. What do you think about the situation? Okay. The first steam engines also caused an increase in unemployment. But no one today would imagine turning back the clock. Artificial intelligence makes everyday lives easier. Nothing can stop progress. What's happening here is inevitable. These days, more and more people choose to live with an android rather than another human being. Does this development worry you? Everything's much easier with an android. They obey your orders without ever complaining. They can cook, discuss philosophy with you, have intimate relationships according to your desires. They never say no. Obviously, they are the perfect partner. Everyone deserves happiness. Why deprive yourself of so-called moral reasons when a machine can make you happy? Many science fiction books tell the story of how machines become more intelligent than us and end up confronting us. Aren't you worried about that possibility? I understand the irrational fears about artificial intelligence, but I assure you, that will never happen with a CyberLife android. They're designed to obey humans. They're machines. They can't ever develop any sort of desires or form of consciousness. Are you sure? I'm absolutely certain. You can trust me. Врет и дышит, как дышит. Видишь их как позиционировали-то? Всего лишь как машины. Поэтому к ним так и относились к ним. А что за доп-финалы, например? У меня все остальные померли. Какие там доп-финалы? Кстати, озвучку еще хотел отметить. По мне, так актеров подобрали отлично, и работу они сделали отличную. По озвучке тоже Хлоя, да? Мне кажется, в дубляже она звучит лучше, чем в оригинале. Как бы это ни звучало. Может, конечно, это синдром утенка, но...
Так кажется. Detroit Become Human was produced over a period of 4 years. Here in Paris, we have a team of about 180 people, and to that, we need to add also all the outsourcing with our partners in the Philippines, in China, Vietnam, and in India. So when we started working on this story, I had to imagine where Kara was built. And for whatever reason, the city of Detroit came very quickly to my mind because it had already an incredible story by itself of history and themes. So we traveled there with the team, and we were really moved by what we saw, and we could really feel the desire to fight and really be born again. And we just continued this curve, this growth, and just imagine what Detroit would be like if the Android industry was, using these huge factories to build androids there. A very strong element in Detroit is that there's a lot of industrial wasteland and a lot of nature too, and for us, the graphic designers, it was an incredible playground. The destroyed zones which we wanted to preserve, we appropriated them to turn into something else. Then in the areas that needed to be rebuilt, we were able to imagine our Detroit of the future. We didn't want to make a science fiction universe, but a world of anticipation. If we chose science fiction, we could have imagined flying cars, extraterrestrials, but those things are very far from our current everyday life. Anticipation is more about gleaning from our contemporary reality, the one we know, because Detroit is set in 2038, and 2038 is tomorrow. The difficulty we had was sticking to reality. That is to say, technology becoming more and more invisible, a lot more elegant, and at the same time, making it visual. So all the computer equipment, autonomous cars, we simply had to invent. They are in fact very technological objects, but at the same time remain very credible and ingrained in reality. To create a cohesive universe in the fashion and clothing of the human characters in 2038, I didn't want to put an accent on strange shapes, or really vibrant colors, and things we wouldn't know. That I wanted to keep for the androids. The goal was to create something familiar which we can identify with in this future setting. Working on the artistic direction for the androids was a bit special because this is a project about the place they could occupy in the human world. It was out of the question for them to be too beautiful or too perfect. They had to correspond to every social class, rich and poor. Inspired by everyday utilitarian clothes, I brought a modern touch by adding dynamic display surfaces, the armband we can see on the side, the triangle on the front and back, an LED. Like that, there's no confusion. Wait. You're sending an android? All right, ma'am. We need to go. You can't do that. Why aren't you sending a real person? Once we cast the actors, we travel to meet them in order to scan their faces. We record the structure of their face with the scan. And we record the colors and patches of skin with photography. Если всех слить, что будет? Once we have this information, we will use this as a basis for modeling and creating the characters. The artist will make it more realistic, but will also enrich it. He will propose ideas which we will develop together. Finally, we will have a character with character who corresponds to the project and the world. When the actors come to Quantic Dream, we show them the design, what their image will be, and what they will look like in the game. This extra information gives them another dimension and color to connect with emotionally. It helps them think about how to play their character. Your mission. That's all you care about, huh? You should consult a professional who can help you. Beat it, you hear me? Get the hell out of here! So there are 3 types of shoots at Quantic Dream. Shooting and performance capture, where you capture the whole actor, his voice, his face, and his body. These shoots are obviously done with American actors because the game's original version is in American English. After that, there are the body-only shoots, representing around 250 days of filming, while the performance capture is 100 days of filming. Now, body-only shoots, there are 2 types. There are the action shoots and the technical shoots, which are mokit shoots. Mokit is when the player controls a character on the screen, and he moves in an environment to explore it. This is of particular importance at Quantic Dream,
and therefore we shoot a lot to offer a unique context for each scene and each character. To prepare a motion capture shoot, we first get together to look at the sets we need, the animations that we want to shoot, which ones need to be grouped together, or which ones need to be cut and shot at another time, so that we get the most out of the shooting day. This often means shooting scenes out of order, especially those with big props or accessories, like a big car, for example. So we shoot all the animations related to that particular prop first. The biggest challenge for the mocap team was shooting a Spider-Man mo-kit. We had to build a wall and attach an actor to a harness with cables so we could pull him up and render him climbing. The shooting on this game total took about, I would say, more than a year, maybe 1 and 2 years, with about 300 actors on set. So I would say it's quite a massive production. But so much happened on this set between the stunts and the shootings with a little girl and all these great actors that we had. It was really a very, very memorable journey for the team and for myself. Today, Detroit has over 37,000 animations. When we retrieve the motion capture data, it's just a cloud of points, which represent all the markers worn by the actors. From this cloud of points, we have a phase called retargeting, which gives us a skeleton. This skeleton will be applied to the characters of the game. There is still work to be done, but this gives us the main movements. Since we are working on something very realistic, we must recognize the actor and also recover all the emotion he expresses in his performance. We use a system of facts, an identity card for each actor. We make the actor do a whole range of facial expressions. Then we recover all the expressions and paste the animations on a puppet that Jan has prepared. I then recover and refine these poses. I might stretch the lip, reinflate a cheek, tiny details that make the finished product really capture the actor. Because of the nature of our mocap system today, when we receive the animations, we're missing eye movements, and so the character has that dead look. He really has no eyes, so then it's a big part of the work for the animators to find the regard of the actor in relation to his position, in relation to the body, etc. It was crazy when I saw the newest model for Kara, because they've been working on it, and this was the first time I literally jumped in my seat. It not only looked so much like me, it was the fact that it looked so lifelike. It wasn't that it looked just like it was a camera, it was something else, you know, but it looked alive. It's exciting, and it's kind of terrifying. Game after game, we learned the rules of optics and filming, and our goal with Detroit Become Human was to have cameras that would actually emulate the optics of a real physical camera. So basically dealing with real-world imperfections was our main task, and just to make cameras look as real as we can. Once the animations are shot and processed by the animation department, integrated and polished, we film them. That is to say, we really do a mise en scène, as in cinema. The real difficulty of our job is to know if these cameras are telling us something. Are they in the emotion of the scene? Do they describe exactly what the action must convey, what must be felt? The most important challenge for me was one of the final scenes where Marcus decides to start the revolution and go to the battlefield. Very quickly, we imagined this to be a huge sequence shot. We wanted the feeling of a cameraman running behind us, while showing Marcus, the androids who help him, the person shooting at us, etc. Above all, it was necessary to say to oneself, this scene is very violent but does not glorify war. On the contrary, that war is something improbable and absurd. It was really a fun challenge. The idea was to say we have 3 characters. We would like each of them to have a specific cinematography. We wanted Kara to be much more filmed with some kind of handheld camera, to have something very living, very breathing. For Connor, we wanted something very cold and very perfect. And for Marcus, we wanted something
epic and spectacular. So it was about the filming, but it was also about the photography. So we worked with a director of photography to give each character a different lighting, different key colors. Each of them would have their own worlds. And finally, we worked with the composers, so they would create a specific sound for each character, so each would have his own world and his own style. Да уж, работа, конечно, гигантская проделана была. Так, стоп, а смотри, если вот эти вот 3 персонажа зафейлятся, да? Почему Камский вернется на работу? Чем вот эти 3 персонажа так выделяются? Ну, кроме Коннора, он, понятно, он первый андроид на службе. Так он эмоции-то всем дал. А мы знаем историю только 3. Там же еще куча этих андроидов. Или подразумевается, если тот же Маркус зафейлит, то получается и все машины зафейлят. Потому что история Кары, она как бы не глобальная вообще. У нее чисто то есть он одному дал эту возможность все-таки. Вот если одному дал Маркусу, да, тогда понятно. Ну, не знаю, в этом плане концовка у меня, более-менее такая. Маркус все-таки добился своего, в плане сюжета, я имею в виду, вполне себе нормальная концовка. Драматичная победа. Пусть не в войне, но в битве. И этим мне нравится моя концовка. Но тем не менее. А у тебя что, вот он этим демонстрацией, что он сделал?
Ну, странно, что она сработала, эта демонстрация. Раз люди так враждебно настроены были. Но у меня, к слову, она была... Наверное, все-таки она где-то на середине была. Может, чуть выше среднего. Где Хлоя? Я пропустил, что ли? А что это, костюмчики? Хлоя Скамский. Не, я не буду вас всех смотреть, вы чё, ребят? Я лучше еще ролик один посмотрю и хорош. Кэра это та же самая, что и в Бионде, наверное, была. Нет смысла. Тут я даже не про людей, не про обывателей, а про армию. Я же тоже пытался мирный митинг, но нас расстреливать начали. Hold on, just a little while longer. Hold on, just a little while longer. Hold on, just a little while longer. Everything will be alright. Everything will be alright. Fight on, just a little while longer. Fight on, just a little while longer. Fight on, just a little while longer. Everything will be alright. Everything will be alright. We will sing on just a little while longer. Sing on
Кстати, внезапный вопрос. Вот Heavy Rain, да? Начало. Там, где титры идут начальные. И нам показывают людей крупным планом на улице, вот примерно так же, как сейчас. Которые под дождем мокнут. Для чего это вообще было? Ну, то есть, чисто визуальный такой прием. Ну, не прием, а чисто визуальная фишка такая, что смотрите, люди под дождем стоят хмурые. Кстати, да, Кэру я умудрился сохранить. И да нифига, там какие-то есть левые вообще. Какая-то... Кто это был? Какая-то тетка была непонятная, там бабка какая-то. Это они капли демонстрировали просто. Купил бы я игру, увидев трейлер. Я, по-моему, его не видел. Detroit. This is where it all began. The world's forge. The place where it all started. And it will all end. One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest. Life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world, the colors, the smells. But the world is not what I imagined. It is dark and cold. It is harsh and violent, unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. I had to escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live, to figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. This is our story. Трейлер вообще ни о чем. Ну, в смысле, не по игре. Как по мне. Почему сеттинг-то крутой? Сразу видно и... так сказать, визуально смотрится интересно.
Да и Quantic Dream. Вопрос купить, не купить, это был, наверное, риторический вопрос, но я не купил, да. Может, на диске возьму как-нибудь. Ну да, там сеттинг-то неплохой. Но видишь, тут еще и бэкграунд этой игры. То есть создатели Фаренгейта, Heavy Rain и Beyond. То есть ты знаком с этим автором, так сказать. Так понятно, что это не гарантирует хорошей игры. Я думаю, и тот же Кодзима когда-нибудь оступится и выпустит игру, которая, ну, такая, не всем зайдет, типа. Ты думаешь, Death Stranding это такая игра? Тебе же понравилось? Понятно, что многие не понимают ее. Трижды? Тогда он не гений. А где в саундтреках-то этот тема из титров? Интересно. Вряд ли вот это. Скорее всего, тут чисто песни. Не скоро. Давай еще вот это. Game after game, we try to challenge ourselves. For Detroit, we wanted to, first of all, to write a story that would be incredibly bending, which means the most non-linear story that we've ever created. And we wanted really the player to have the possibility to change the story, change his own journey. When you're writing a content, you're writing for an interactive medium. You know, when you're working in television, you'll put a character in a difficult situation, and you as a writing team will argue about what would that character do. But ultimately you have to decide what happens, and you just show the audience. What's interesting about interactive drama is you bring the player into that conversation, and it changes your job slightly as a writer, because your job is to provide a narrative context in which the player can write his own story. You're giving him this kind of narrative Lego that he's going to snap together into his own shape. You also have the ability
to make your audience attach themselves to your characters, because the audience is in some sense responsible for what happens to the characters. Кстати, дед еще нормальный человек в этой игре. We have some cash now. You used me to steal that money. How could you do that? I trusted you. What is a bit specific about these scripts is how large they are. If you take a film script, there are about 100 pages, but here we have to deal with a script that is between 4,000 and 5,000 pages. Everything becomes bigger because we don't just tell one story, but we tell all the possible stories that can be told within this narrative space. On Act 3, our final act, we have around 1,000 different scenarios, and every one of those scenarios has to be as interesting, as passionate, as strong, and as emotional for the player. We want every action that the player does, every interaction that is available to serve in telling the story, and help the player understand who his character is, and build that character moment to moment. We started with the intention pretty early on that we would never lie to the player. Вазелин. So we implemented a visible tree structure in the game that players can consult during a scene or at the end of it, which shows exactly what they did and what they missed. There are games out there offering world exploration. We offer narrative exploration. You know, keeping control of such a wide and large story is a huge challenge. So same thing when you shoot with actors, because you will need to shoot many different versions of each dialogue, of each scene. For actors, it's huge challenge. Because of the style of the game, you have so many different ways that the character can go. Every decision, it's what I call kind of choose your own adventure. Like every decision that the player makes, it's going to open up 40 more pages of material and experience that ties in, which means as a performer, you have to try to continue to make things feel real that the player might not ever see, but also that in performance it's not always connected to a previous act. It's grueling, it's hard work, but it's a great team and I enjoy doing it. I was really frustrated, until I got to this point where I kind of was able to step outside of my own experience and even in a lot of ways my own process and be able to step outside of that and okay, this is something new, what do you need? How do I meet you there? How do I give you what you need and still feel like I'm doing what's right? And once I did that, then all of a sudden it got really fun. It was much freer and having to approach it in a new way and think about the player and think about how it serves them and what I'm doing for them or what I'm letting them into. It's really, I think, helped me grow in general. Remember, there's nothing on the left. That's all. So it's probably all there. And then make her come first, close. But I think you would go first to check that it's safe. Okay, sure. The most enjoyable thing about working in performance capture on this kind of project is that if I shot a film, I would get to do one of these endings. I get to do so many different things as Connor. Вот у этого актера голос, конечно, круче, чем у дублера. 4 different storylines for each different response. What's the name of my dog? Buddy? Scout. Но и дублер неплох. Jack. I can't remember. So I worked with physicality a lot because it was a good way to anchor myself in these different rings of the tree. As the story grows out, I know where that is physically in my body, and then I can switch more continually on set, and it'll be entirely up to the player to determine what order those things come out and what they look like from a distance. Like if you're playing through it, the culmination of all of that will be their version of Connor. I'm faster than you, and I don't feel pain. You don't stand a chance against me. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and light a match to it. Shooting action scenes at Quantic Dream is a real challenge, because these are scenes where the storytelling has to continue. It's not an action scene just to have a dose of adrenaline. The stunts have huge consequences on the rest of the story. It's really a moment where we implicate the player
and tell him that the choices he makes during an action scene will have a direct impact on the evolution of his story. My biggest challenge on Detroit has been managing the large number of animations that we received from motion capture. Detroit features more than 37,000 animations, which is a huge amount to handle on a daily basis. You have to realize that the player, in his first playthrough, will miss certain scenes. This also means that we had to think of, conceive, and produce all the potential story paths. The character's costumes, the places, day or night, the weather. Did the character get shot in the shoulder? Did he get injured? All this consistency forced us to produce a lot of graphic assets in order to, quite simply, allow the player to have true continuity throughout the story. Honestly, we were even surprised by the challenges that come with such a big tree structure. And we did our best to guarantee quality across all the game and make sure that whatever path you choose within this narrative space, you will have an equally good experience. Но эти правила робототехники же, так сказать, это просто какие-то такие ну, короче, это ведь не факт, что если кто-то будет делать таких андроидов, то они будут ими придерживаться. Их придерживаться. Если уж идти в эту сторону. Да, пофиг, все видяхи давай. My name is Marcus. My name is Connor. My name is Kara. I am one of them. Не было такого в игре. Is our story. I think who Kara is, or how I would describe Kara, depends entirely upon who's playing her, because you have the option to make her multiple different people depending on the choices she makes. But I think she does start out incredibly naive, incredibly innocent, and kind of hapless. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. She's a person who's characterized, I think, by empathy. She's a person who really, she just comes from her heart. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. I promise. Kara, are you okay? Are you hurt? Wait a minute. Leave her alone. О, моя концовочка. The really beautiful thing that I've had the gift to be able to do is to essentially build a person from the ground up, because that's what she's doing throughout the game. And with every experience she has and every person she meets, she's building, you know, first emotions and then the sense of judgment, and it's sort of an exploration of what it is to be a human. Don't worry. Luther and I will be right here. David and the creators have painted a really intriguing and engaging picture of a near future where we rely upon androids for a lot of our service class business, the class that serves us, that helps us, that handles our baristas and our drivers and our housemaids. And what is humanity, where we tap into it, how and why we treat each other the way that we do. And my character Marcus has a really intriguing journey, becoming deviant, realizing that he actually has feelings and human qualities inside of him, and it's a really incredible ascension into becoming fully realized and coming to terms with what you actually deserve better than this in life. And not only do you want it for yourself, but you want it for your peers. We've come here to demonstrate peacefully and to tell humans that we are also living beings. All we want is to live free. You know what? This thing, Dad, is not your son. It's a fucking machine! I think that a group that
feels marginalized, feels disenfranchised, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. Connor is analytical. Connor takes things literally. He starts in the beginning place where he's very mechanical. He feels nothing inside, of course, and it's all just a system, a protocol that he's executing to get whatever he wants to have, which is help humans stop deviants and to find the link between deviant androids. You were designed to serve humans, not kill them! What was I designed to be? Their slave? Their toy? Just say, I killed him! Is it that hard to say? Stop it! Stop! But of course, over the course of the story, and depending on the player's choices, Connor can grow in many different ways. He can deviate from that procedure or not. A moment of truth, Hank. Am I a living being? Or just a machine? Ничего себе, какая сцена могла бы быть. Есть в игре. Там, где Хэнк, что ли, должен либо спасти, либо не спасти его. Да эти бурлящие в интернетах чуваки, они готовы одни и те же претензии выявлять в одном, но закрывать глаза в другом. Это нормально. Типа, если им что-то не нравится, то можно не закрывать глаза. Pour la bande originale du jeu, on a essayé d'être... For the soundtrack of the game, we tried to be very close to what is done in film. We were constantly asking at each place in the game, why are we putting music here? What is it going to say? So we focused the music on bringing emotion, which is interactive, and supports the character's arc. I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. We make games that are very narrative. We're really into interactive drama, so the soundtrack also had to go in that direction, supporting the three characters' very different stories. We really wanted three colors, three musical sound identities, and from there, having three composers made sense, since the story of Kara, Marcus, and Connor are all completely different. You recognize him? It's Carlos Ortiz. For Connor, we wanted a soundtrack that could be very cold and very mechanical, very machine-esque somehow. For Kara, we wanted a soundtrack that would be very moving and emotional. It was about the quest for identity, but it was also a journey about love and empathy. And for Marcus, we wanted something epic, something that would really represent the grand aspect of his quest. And we were very fortunate to find three incredibly talented composers, and working with them has been a dream, honestly. My name's Philip Shepherd, and I'm a composer and a Да, cellist. три композитора для каждого Abbey Road персонажа. Studio One, Круто, which is my круто. favorite studio in the world. And today we're recording the soundtrack for Kara from Become Human. So when I compose a big project, I often travel just to kind of get out, you know, and get some fresh air and some inspiration. And I go hiking and traveling in Montana a lot. I had a log fire in the room that I was staying in, and the flames were kind of making absolutely direct music. And it became the basis for Kara's theme, and it sounds something like this. Now, over the top of that, I found a little theme that just seemed to fit over the top, which is taking Kara's name, Kara, Kara, and just using like a two-syllable motif, and it sounds like this.
time that's fitting over. So it kind of works in lots of levels, and in fact every single theme in the score has one of those elements built into it, and it becomes sort of the DNA of every single tune. For me, writing this theme for Kara, I actually had to tap into what it feels like to be a father to daughters. I really had to tap into everything I feel about my daughters. I'm thinking, well, if I had to write music for them and that sense of trying to protect them but also give them the freedom, that's totally where it came from. Because each composer has been given the sort of narrative responsibility for very different characters, I haven't had to sort of go into other styles. I can actually be very loyal to this particular character and sort of hopefully encapsulate her. But it means also I've suddenly become very connected to this character. And if for some reason it goes to game over early, I'm going to be mortified. You know? They're over there! Starting a new project, for me personally, it's always finding the right tone, finding the right color, I like to call it. For me, it's finding that right texture that actually sits against picture really well. One of the biggest things is I created custom instruments for Connor. I pulled out all my vintage synthesizers to be able to capture this robotic person, if you will. My approach to all of these custom instruments is that I hear the sound in my head. And either I could just come into the piano and just be like, all right, so I'm going to just get on the computer and just create it. I rather be able to play these instruments physically. As soon as you see Connor the first time, there is a really interesting thematic idea that you hear, and that's just made out of a Moog synthesizer, but completely manipulated in multiple ways. And it's robotic. It has a little bit of an emotional to it. He's on his mission, so you feel that as well. So it just kind of gives you that cold, motionless, with a mission in hand that you kind of feel throughout the whole thing. Because the music evolved, one of the things that I was very weary and I was very kind of focused on was the way that the music has to evolve. So my idea behind it was that Connor is a singular android that could at any point become a deviant or could actually stay as an android. So I created a more or less a Connor theme, and then I was able to just manipulate it in different aspects of it. Is everything okay, Lieutenant? Chris was on patrol last night. He was attacked by a bunch of deviants. I'm a human being writing for a robot, and throughout Connor's journey, he meets someone, he meets a partner. So how do you deal with a robot feeling? And I've met a partner that I'm going to work with, or all of a sudden he sees a dead body. Does this robot have an imagination? Does this robot have a feeling? And if yes, how do you translate that into non-emotional music? So it basically at any point I was just like, I can't do this, and then I just do it. Property was damaged and fires continue to rage in several major districts across the city. Some people are asking, have androids become a threat to our security? When I first started really digging in on Marcus, the one thing that I really tried to capture was the transformation process. You know, Marcus is this android that evolves over the course of the game and really goes from kind of figuring out that he's more than just an android. Ладно, спокойной ночи. Завтра, скорее всего, я буду тащить Afternoon. Пока есть возможность. Пока в понедельник выходной ведь. Так что буду набираться сил на завтра.
Спокойной ночи, спасибо, что разделил со мной очередную игру. Was that he almost became a savior for a lot of the other androids in the game. So when I started developing the theme for Marcus, I really made it like a church hymn. I wanted it to be very simple. I wanted to make it a chordal melody. I really wanted to make it almost like a Bach hymn. The tough thing with that is it had to be recognizable. If I made it too complex from a harmonic standpoint, it would be hard, I think, for people to kind of pick it out and recognize it. It's very acoustic derived, but it's also been treated with a lot of effects and things to kind of put it into the space that I felt the sound should be in. It can be beautiful, it can be haunting, it can be extremely powerful from an action standpoint, and I'm really happy with the way it turned out. The music is there, but it's subliminal and it's emotional, and people are feeling it, and it's not distracting. And that's tricky with a game like this, where you have to have a lot of ins and outs like that, where the music kind of has to get in and out at these moments. This is a war we're fighting with the humans. If we fail, they'll destroy us. I think the game's been put together so well, where I just wanted to make sure that I wasn't ruining the emotion. I gotta be honest, when we first started on this path, I said, oh man, this could be pretty messy, you know? I mean, it could feel disconnected, but I mean, it's amazing how they really guided us and got us to really kind of all be in the same world, but at the same time feeling completely different. So it's really gonna stand out and kind of be one of those games where people are really gonna notice the music and kind of how it was crafted, and, you know, and all the hard work that went into being able to pull it off in a graceful way.